То, о чем так долго просили, покушение на народного депутата от Народного фронта Антона Геращенко. И вы знаете, многие смеются, я смотрю, что практически все журналисты смеются, там в Верховной Раде даже некоторые люди смеются. Это ничего смешного в этом нет. Антон Геращенко правильно сказал. У меня день рождения, еще один день рождения. У некоторых людей по 5 дней рождения бывает. Антон, слава Богу, как говорится. Давайте послушаем умных людей. Это представитель СБУ. Однозначно мы можем говорить о том, что двое подозреваемых обвиняются в совершении преступления по статье 112 уголовного производства, открыто именно по этой статье. Мы говорим о покушении на жизнь государственного деятеля прежде всего. То есть тут четко покушение на государственного деятеля, и преступление это связано с его значимой государственной деятельностью. Преступление, которое готовилось по отношению к Антону Геращенко, было связано непосредственно с его политической и государственной деятельностью. И вот коллега Антона Геращенко, тоже советник министра внутренних дел, Зарян Шкиряк, объясняет, кто мог готовить это чудовищное преступление. Ну, нічого нового, понятно. Як ми вже повідомили, що головними замовниками злочину є, безумовно, російські спецслужби. Но вот здесь нечто интересное звучит, и я думаю, опасно подставляется МВД, когда сравнивает покушение на Антона Геращенко с убийством Павла Шеремета. Ідентичні до підготовки і здійснення теракту проти Павла Шеремета. Є, ну, скажімо так, деталі, які можуть свідчити про ідентичність підходу до здійснення злочину. Ну, только одна маленькая деталь. Видите, много чего сходится, но одна маленькая деталь, потому что Шеремета взорвали, а вот Антона Геращенко не дали взорвать. А кого еще взорвали, не подскажете? Никого вроде бы как. Шеремету просто не повезло. Антону Геращенко, получается, повезло. СБУ хорошо сработало, а с Шереметом почему-то не сработало. Людина, яка є за нашою інформацією замовником вбивства Антона Геращенка, має безпосереднє відношення до російських спецслужб. Да, они потом скажут, что непосредственный заказчик занимал средний уровень в так называемой ЛНР. Понятное дело, он контактировал постоянно с российскими спецслужбами. И здесь опять продолжает Шкиряк, что опять-таки это то же самое, что с Шереметом. Да, мы много слышали про Шеремета, о том, что российские спецслужбы, все такое. Потом даже видео появилось, вы представляете, и даже на этом видео кое-что было очень сильно интересное, но так никого не поймали. А журналисты молчат, помалкивают. Да, что, Шеремет был и нету. Те саме стосується і злочину проти і здійснення теракту проти і вбивства Павла Шеремета. Опять-таки, главный мотив этого злодеяния, публичная деятельность Антона, потому что не с кем сравнить просто Антона по уровню его публичной деятельности. Как он хорошо ватку поджаривает. Ой-ой-ой. И в России, просто в Москве, я вам честно говорю, вот иногда мимо Кремля люди рассказывают, проходят, слышат, там истерика какая-то. Это очередное выступление Антона. Головний мотив, на наше глибоке переконання, це в першу чергу відкрита публічна антиросійська діяльність Антона і, безумовно, діяльність сайту «Миротворець». Прозвучал еще сайт «Миротворец». То есть, если бы они башку снесли Антону Геращенко, то сайт «Миротворец» в тот же день рухнул бы, конечно же. Гениально. Ну и заканчиваем мы со Шкиряком, во всяком случае с этим его интервью. Он говорит о том, что Антон Геращенко на передовой антироссийской вообще борьбы информационной. Да, особенно со своим сайтом, с которым они знатно обосрались, когда весь мир осудил публикацию данных журналистов. Займає передові позиції на фронті інформаційної війни з агресором. Это уже другое интервью, но все то же самое. Мотив – это антироссийская деятельность Антона Геращенко. Ви знаєте, я думаю, що ні в кого не викликає сумнівів активна, публічна, антиросійська діяльність Антона Геращенко. И вот уже озвучивается имя и фамилия того, кто координировал. Оказывается, это бывший гражданин України. Свої дії вони координували зі своїм керівником, колишнім громадянином України, російським найманцем Андрієм Тихоновим. Він, за даними сайту «Миротворець», є заступником командира окремого. Кем он является по данным сайта «Миротворец», это очень важно, потому что я
По данным сайта «Миротворец» являюсь бомжом, к примеру. Чего и вам всем, кстати, и желаю. Ну, а вот Иван Винник, он недавно у нас в видео светился, тоже народный депутат, сравнивает Антона Геращенко, светлый гений Антона Геращенко, сравнивает уже с Политковской, с Немцовым. Тут варто згадати і Бориса Німцова, і Пола Хлєбнікова, і Анну Політковську, і навіть Литвиненко, якого навіть в Лондоні. Вот еще один депутат рассказывает о том, что за последнее время мы сделали наши спецслужбы профессиональными, я, правда, не понял в каком смысле, и более патриотическими, тут не поспоришь. За останній час ми зробили наші спецслужби більш такими професійними і більш проукраїнськими. Для мене це дуже така добра новина. А теперь обращаю внимание на то, как журналисты относятся к серьезности этого покушения и насколько они в него верят. Вот он рассказывает о том, что да, наши спецслужбы. Геращенко, следующий вопрос у девушки-журналистки. Бориславе, от у п'ятницю Верховна Рада закрила сесію. Як ви можете оцінити? Ну, да. Давайте лучше поговорим о закрытии Верховной Рады, потому что каждый день хотят государственного деятеля взорвать. И я опять-таки возвращаюсь к словам представителя СБУ Тандида. И он говорит о том, что те люди, которые планировали покушение, очень профессиональные, потому что и то, как они тайно там между собой общались, и, ну, понятно, профи. Начиная от их достаточно глубокой подготовки. Запомните то, что он сказал о суровых профессионалах. А дальше уже дадим слово главе Службы безопасности Украины. Он говорит о том, что, конечно же, это из России все планировалось и направлялось. Операція з фізичної ліквідації народного депутата планувалася, готувалася і контролювалася з території Російської Федерації. Теперь давайте же послушаем о профессионалах. Итак, первый профессионал, 3 отсидки. Зокрема, громадянин, ім'я якого розпочинається на літеру С, 1980 року народження, уроженець Донецької області, раніше тричі засуджений за злочини, востаннє за крадіжку, відбув покарання у вигляді позбавлення волі терміном 3 роки. Последний раз за кражу топтал зону. Ну, следующий суровый профессионал, сколько у него ходок? Ім'я якого розпочинається на літеру Д, 1978 року народження, уроженець Автономної Республіки Крим. Раніше двічі засуджений, відбував покарання за розбій. Остання крайня ходка його була 7 років. Вот это и есть два суровых исполнителя, два суровых профессионала. Потому что, ну, один более суровый, потому что у него 3 ходки. Было бы у него 5 ходок, так это бы вообще спец по спецоперациям. Дальше Грицак произносит фразу, которую я, честно говоря, не понял. Он как бы пожалел, что российские спецслужбы пользуются услугами вот таких вот сидельцев. Російські фахівці з такого роду тонких спецоперацій користуються послугами, на жаль, кримінальних злочинців. И говорит, на жаль, ну, к сожалению, типа, а что, лучше было бы, чтобы настоящие спецы приезжали? Так, пристрій був, звичайно, саморобний. Бачили лоток, господарський лоток. Я сьогодні в деталях вранці доповідав президенту про пристрій, і про те, як це все готувалося. Что за мину они закладывали? Лоток. Лоток, хозяйственный лоток, в нем лежал пластид, и из лотка тянулись проводки. Для чего эти проводки? Я вот долго на них смотрел, не мог понять. А объясняет глава СБУ. З контейнера, як ви бачите, виходять проводи, до яких потім під'єднується телефон. То есть этот пластиковый лоток, в нем лежит пластид. Присоединялся он к днищу путем там супер-пупер магнита. А чтобы вы понимали, в Киеве снег не очень чистит, особенно там на улицах, но окей. Присоединили, а к этим проводкам присоединили телефон. И куда после этого они планировали положить телефон, я не знаю. Ну, не будем цепляться. Давайте лучше послушаем профессионалов. Хай начальство скинет нахуй, сука, номер машины и марку, сука. И место работы. Воу, тише, тише. Это суперпрофессионалы приехали в Киев валить государственного деятеля, и при этом они не знают не только номер машины, но они не знают место работы. Место работы. Место работы Рада, он же пишет от Верховной Рады его, блядь. Я тоже тебя вырежу, ты должен знать, когда заседание, или вот это когда... От Верховной Рады мы должны узнать, когда заседание. Они должны узнать, когда заседание. Потому что их заказчик не может никак узнать. По Гуглу, к примеру. Вот это профессионалы следят.
Это гении слежки, смотрите. Короли негласного наблюдения. Ту-ду-ту-ду. Они ходят исключительно вдвоем, как два тополя на плющихе. Для того, чтобы их как раз таки было менее заметно. Ну, знаете, подумают, о, еще и разговаривают вот с таких штук. Вот этих двух шлеперов, которые ходили, везде они ходили. Возле Верховной Рады. Мы с Тамарой ходим парой. Вот СБУ хочет выдать за профессионалов, которым доверили российские спецслужбы выполнение такого тонкого задания. Я лично верю всем сердцем в то, что это и есть профессионалы, что именно так себя профессионалы и ведут. Я убежден, что СБУ, как и раньше никогда не обманывала, так и сейчас даже не подумает обманывать. Нас-то зачем обманывать? Нам надо та машина, которая надо, примерно понять какое время. Я же говорю, один день постоять, блядь, там с 7 до 8, второй с 8 до 9, блядь. Нам надо та машина, которая надо. Это профи обсуждают, как вообще вычислить машину. Дальше еще веселее будет. Они будут обсуждать, где можно поставить машину с регистратором под Верховной Радой. Да, где вход можно, где въезд другой, там не поставишь. Только разрешен. Где, блядь, вход, стоят машины, поставил, туда включил видеорегистратор, так же вышел. Они думают, что возле входа в Верховную Раду можно ставить машину с регистратором. А знаете, почему они так думают, эти суперпрофессионалы? Потому что они увидели там несколько припаркованных автомобилей. Эти припаркованные автомобили не просто так там припаркованные автомобили. И в большинстве своем они принадлежат тем, кто приехал в Верховную Раду. Вот так вот просто ты подъехал и оставил, да, с включенным регистратором. Профи, ёпта. О, доклад куратору из ФСБ. Смотри, братан, в общем, там такая хрень, там по домам парк. Вот такая, там 2 въезда, 2 выезда. Значит так, братан. И начинают рассказывать своему куратору, как там все обустроено в доме. Давайте дадим опять слово главе Службы безопасности Украины. Он рассказывает, что это суровые профессионалы, потому что они умеют пользоваться такими мессенджерами. Там пропадают сообщения. Телеграм это называется. У меня есть, знаете, там родственник, маленький, он тоже умеет пользоваться. В Росію з закритими меседжерами, і ці звіти відразу після того, коли відправлялися, видалялися. Тобто вони були добре навчені правилам конспирации. Да, очень были обучены правилам конспирации, потому что умели пользоваться этим волшебным вообще телеграммом. Насколько они профи, вот они еще обсуждают. Я тебе видео послал. У того не открывается, а те не могут послать. И у тебя не открывается, да? А мы, блядь, скинуть не можем. У тебя не открывается, а мы скинуть не можем. Профи, что там говорил Тандит, да, что судя по тому, как они умеют проводить тайные переговоры, профессионалы. Связанное даже проведению скрытых переговоров между собой, заканчивая подготовки взрывного устройства, все это говорит предварительно о том, что они действительно были подготовлены, причем мы знаем, кто их готовил. Я тоже знаю, кто их готовил. Готовил их, я думаю, не Герыч, но Черная. Потому что вот это вот разговор вмазанных людей, вмазанных наркоманов. Я тебе отсылаю, нахуй. Час дал времени. 2. Вот этого я. А дальше, нахуй. Там 3-4 будет. Опять. Послушай, послушай, Джага-Джага. Это наркоманы. Там же давно. Ты лепишь и уходишь, я дожидаюсь тебя. Примерно где-то так. Также, по словам Грицака, они обсудили, как можно быстрее уйти с места совершения преступления. Крім цього, були відпрацьовані шляхи якнайшвидшого відходу з місця скоєння злочину та втечі саме до Російської Федерації. Да, вот профи здесь спорят, что за 1000 доеду, не доеду. Я думаю, на такси купил ящик. 1000 выиграла. Да, 1000 выиграла, 2000 рублей. 2000 рублей, блядь, стоит всего лишь от этого. Профессионалы не подрались, обсуждая, за 1000 рублей доедут или за 2000 рублей. Но вот здесь вот человек говорит, что не $100 стоило, а 120. Так, грубо говоря, нахуй по $100 нахуй. Мне это было стало больше $100. Вот я вот так вот ехал. Где-то 100, блядь, 20. Но это СБУ тоже в свою пользу, в пользу своей версии поворачивает. Потому что если они переводили на рубли, значит что? Значит, курированы российскими спецслужбами. Розмовну мову, де вони говорять
про те, скільки буде коштувати таксі, на якому вони проїдуть до Чернігова. В розмові проскакує валюта. Українська гривня, потім перекладає все це на рублі, тому легше рахувати в рублях ці всі речі. Ось. Ну и последним, чтобы уже добить эту ситуацию, Грицак говорит, что у них нашли при обыске. Крім цього, хочу сказати, що під час проведених обшуків в них була знайдена фотокартка нашого потенційного об'єкта або жертви. Фотографию. Ну, в наш-то век, понятное дело, что нужна фотография спецу, как в фильмах это показывают. У него, более того, в бумажнике должна лежать, и еще сзади должен был объект написано, потому что откуда же ты узнаешь, как выглядит Антон Геращенко-то? Мое мнение, что вот эти вот два наркомана-спеца с 10 ходками за плечами, они на самом деле думали, что они осуществляют заказное убийство. Без сомнения. Однако вывели их на это исполнение, я думаю, вполне, это лично мое мнение, вполне украинские спецслужбы. Более того, и задачу для них придумали украинские спецслужбы. И выдали вот этот лоток с этим тестом и торчащими проводками тоже украинские спецслужбы. А вот эти вот двое на самом деле полагали, что они работают там на какого-то заказчика, который сидит где-то в Белгороде. Давайте задумаемся. Есть люди, которые не просто болтают, причем в такой истеричной манере, и не становятся посмешищем для всего мира. Есть люди, которые на самом деле являются знаковыми, и есть люди, которые что-то делают. Там, про знаковые это я имею в виду Яроша, хотя он сейчас уже, я не знаю где он, но понятно, что осуществление чего-либо в отношении него вызвало бы больший резонанс. Если говорить о плане Шатун, то расшатало бы намного ярче. Есть много людей, которые на самом деле что-то делают. Есть Белецкий тот же самый, который не просто бла-бла, а который делает и который по значимости превосходит того Антона Геращенко, я не знаю, в 100 раз. Есть много значимых людей, которые наносят серьезный урон в плане контрпропаганды, скажем так. Я не имею в виду вбрасывание фейков, но имею в виду четкую работу, направленную на то, чтобы осуществлять какие-то реальные вещи. И вот на одной чаше весов эти люди, на другой Антон Геращенко. Не смешите, ребята. Для чего, теперь вы спросите? Ну, тут, по-моему, элементарно, и я думаю, что очень многие, я вижу, что очень многие догадались. Для пиара Народного фронта, у которого рейтинг уже близится к нулю или к -1, а также для того, чтобы показать, что на самом деле вот это вот все болтуны и вот люди, которые план Шатун, все то, с чего ржет все мировое сообщество, не зря. Не зря. Причем настолько не зря, знаете, миротворцы все эти, все, что нанимают вот специалистов, которые хотят убить светила. Долго думал, как же охарактеризовать вот этого Наполеона антирусской войны вообще информационной. И понял, Чапая. Нашего Чапая. Антон Юрьевича Чапая.